Всем привет! Сегодня мы будем шить вот такой вот вкладыш в автолюльку, в автокресло для малышей, для самых маленьких. Он с одной стороны из плюша, с другой стороны из хлопка. Такой вкладыш очень удобен для использования летом, чтобы малыш не потел при перевозках в машине. Данная модель, она разрешена производителями, она разрешена к использованию, так как этот вкладыш, он не меняет эргономику автокресла. То есть он никак не нарушает положение, осанку, только улучшает тем, что малыш не потеет в хлопке. Он мягенький, удобный, его легко стирать, легко снимать. Он не фиксируется никакими ремнями дополнительными, только теми, что предусмотрены автокреслом, автолюлькой. Приступаем к распечатке выкройки. Для этого нужно установить правильные настройки на принтере. Настройки должны быть масштабом 100%. После этого запускаем печать. После того, как вы распечатали выкройку, нужно обязательно проверить масштаб при помощи вот этого квадрата. Он должен быть 10 на 10 сантиметров. Затем выкройку склеиваем согласно вот этому вот плану. У выкроек небольшая рамочка, выкройку часть срезаем и наклеиваем стык в стык. Стрелочки вам помогут склеить правильно детали. Затем выкройку вырезаем. У вас получится 3 вот таких вот детали. Начинаем пошив с того, что обрабатываем ткань паром и водой. Это мы делаем для того, чтобы ткань дала максимальную усадку. Теперь выкройку переносим на ткань. Для этого мы смотрим направление рисунка, если он есть на ткани. Складываем ткань пополам, лицом к лицу. И к сгибу мы прикалываем выкройку. Выкройка уже с нанесенной линией припуска, поэтому прибавки никакие больше делать не нужно. У меня это небольшой отрез ткани, оставшийся от других изделий, поэтому у меня вот такая узенькая полосочка. Вторая деталь также прикладывается к сгибу. Кромку на ткани всегда обязательно срезаем, ее в крое не должно быть. Теперь переносим выкройку на ткань. Я это делаю при помощи водорастворимого маркера. Вы можете взять либо мел, либо мыло, кому чем удобно, либо просто простой карандаш. И деталь ушка также мы прикалываем по направлению рисунка. Теперь вырезаем. Вторую сторону вкладыша я буду делать из плюша. Также смотрим направление ворса. Если вы берете ворсистую ткань, можно сделать вторую сторону тоже из хлопка, либо из велюра, либо из какой-либо противоскользящей ткани. Это уже на ваше усмотрение. И то же самое к сгибу мы прикладываем
Проделываем те же самые операции и выкраиваем. Далее нужно взять утеплитель плотностью 150 и приложить детали, те, которые из хлопка, на утеплитель, приложить и приколоть. И идем за машинку. Теперь в край мы начинаем настрачивать наши детали примерно 3 миллиметра от края. Таким образом мы делаем, стачиваем все детали. После того, как мы настрочили все детали на утеплитель, нужно их вырезать. Начинаем соединять наши детали. Заложенный припуск на выкройке 7 миллиметров. Таким образом мы соединяем все детали. На всех округлостях мы делаем рассечки, не доходя примерно 2-3 миллиметра до шва. Вырезаем, выворачиваем ушки. Далее на выкройку нужно перенести место, куда у нас будут пришиваться ушки. Примерно закалываем булавкой посерединке и закладываю вот такой, можно так прям пришить, либо заложить небольшую такую складочку. Я пришиваю таким образом, что плюш у нас идет на хлопковой ткани, то есть плюшем я накладываю на хлопок. И с обратной стороны у нас будет наоборот ушки из хлопка, а вся основная деталь плюшевая. Закрепляем на машинке в край. Таким же образом мы пришьем второе ушко. Таким образом закрепили уши. Теперь накладываем вторую деталь из плюша и начинаем обтачивать эту деталь. Соединили верхние детали с плюша, оставляя вот это вот отверстие для выворачивания. Теперь мы делаем также надсечки вот в этих вот уголочках и по всем закруглениям. Теперь выворачиваем эту деталь.
Теперь прикладываем выкройку и ставим вот эту вот нижнюю отметку нижней линии. И проводим линию от того места, где у вас начинается ушко, к этой отметке. И то же самое с другой стороны. Теперь через это отверстие набиваем вот эти вот части наполнителем. У меня это аэропух, но также можно использовать холофайбер, либо любой другой наполнитель. Набиваем не очень туго, но так, чтобы они такие были объемные. И затем это место мы немного сдвигаем подальше наполнитель. И чуть дальше от вот этой нашей намеченной линии мы закалываем, для того, чтобы нам прошить и нам не мешал наполнитель. Прошиваем по намеченной линии. Обязательно ставим закрепки в начале и в конце строчки. Убираем булавки и таким же образом мы делаем с другой стороны. Затем соединяем вот эти вот большие детали основные. Мы их начинаем стачивать вот с этого как бы плечевого шва и заканчиваем также на этом же месте, только с другой стороны. Тем самым мы оставляем вот здесь отверстие для того, чтобы деталь вывернуть. Делаем также рассечки, не доходя 2-3 мм до шва по всем округлостям. И затем выворачиваем. Обязательно делаем рассечки вот в этом вот месте. Делаем их несколько штук, чтобы это место, когда вывернулось, у нас лежало ровно. После того, как вывернули большую деталь, нам нужно нанести вот эту вот линию, перенести. Она у нас идет вот от этого шва, где у нас отверстие начинается, и вот сюда. Ее можно перенести просто линейкой, не обязательно прикладывать выкройку. И также нам нужно отметить вот эту линию. Мы ее будем отстрачивать для того, чтобы поплотнее закрепить наполнитель внутри. То есть можно ее также нарисовать от руки по центру 5,5 сантиметров при помощи лекала, или можете взять с этой выкройки. Делаем вот такую вот линию. Таким же образом поступаем с другой стороны детали. Теперь наполняем вот эти вот боковые крылышки. Набиваем примерно так же, как набивали верхнюю часть.
делаем строчку вот эту и затем сразу же отстрачиваем вот это место. Теперь нам нужно пришить верхнюю часть к нижней таким образом, чтобы вот это вот основание, оно полностью входило туда внутрь, чтобы вот эти вот крылышки от верхней детали, они должны накладываться на верхнюю деталь, тем самым немного фиксируя ремни. Для этого мы накладываем ровно на центр и сначала пришиваем к одной детали, к одному слою ткани. Здесь шов можно сделать побольше, не 7 миллиметров, а где-то примерно 1 сантиметр. Либо вот на всю глубину вот этой вот этого основания. Сейчас нужно закрыть вот этот вот шов. Его можно либо таким образом соединить, убрав припуски внутрь, сметать или заколоть булавками и вот так вот аккуратно по краю застрочить вот это вот отверстие. Либо можно зашить вручную потайным стежком, чтобы не было видно ручных швов. Наш вкладыш готов, теперь нужно его отутюжить. Отутюжить нужно слегка прижимая утюг к поверхности, для того, чтобы внутренний утеплитель не спекся. Вот таким образом обрабатываем вкладыш, отутюживаем все шовчики. Вот такой вкладыш у нас получился. С одной стороны он из хлопка, его можно использовать летом. С другой стороны он из плюша, его можно перевернуть и использовать в прохладное время года, зимой, осенью. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Я буду ждать ваши отзывы и фотоотчеты в моей группе ВКонтакте и в комментариях под видео. Ссылку на группу и расход всех материалов я напишу под видео. Всем пока!